Пришло время подробно описать блокировку нашего кумира, а также указать ему временной путь. Персонаж входит в кадр после цикла пробега. Оглянись вокруг, понюхай воздух, подержи что-нибудь и беги в нейронный цикл. Первое, что я сделаю, это компенсирую второй прыжок. Поэтому я выберу корневую кость и изменю последнюю клавишу, увеличив ее значение на минус 0,7 метра. Это расстояние, которое наш персонаж преодолевает за один отскок. Войди на сцену, маршрут равен нулю, проедь минус 0,7 во время первого прыжка. Затем остановись и оставайся на отметке минус 0,7 во время второго прыжка, он проедет минус 1,4 метра. Оттуда я буду работать над первой позой. Так что я просто дам себе немного пространства, переместив ключевой кадр немного вперед во времени. Всякий раз, когда мы строим разбивки, как мы это делали во время цикла, мы имеем в виду любые конкретные изменения или большие изменения между каждой ключевой позой, также называемой золотыми позами. Поэтому в цикле бега наши персонажи останавливаются на 3 ногах и осматриваются вокруг. Я создам 2 поломки, чтобы поглотить удар при приземлении и определить шаги, сделанные передними ногами. Он приземляется на обе передние ноги, а затем я заставлю его переключиться с левой ноги на правую. Так что придется немного перетасовать. Больше всего пользы было в том, чтобы расправить ступни, так как наш персонаж останавливается, когда ступни хорошо заземлены. Так как я хочу, чтобы мой персонаж поднял одну переднюю ногу, чтобы сделать шаг, наклоняя персонажа к ступне, соприкасающейся с землей. Если ты помнишь, в предыдущем видео мы говорили о равновесии. Поэтому всякий раз, когда мой персонаж поднимает одну ногу, он переносит свой вес на ту, которая соприкасается с землей. Поэтому тебе нужно ввести немного смещения местоположения в каждом контроллере и немного поворота в каждом контроллере. Немного скручивания тоже. Не забудь использовать контроллер тела в качестве основного контроллера, в то время как контроллер бедер и груди здесь для формирования нашего персонажа. Я часто сбрасываю вращение и расположение контроллера груди и бедер, нажимая Alt плюс R и Alt плюс G. А затем заново трансформирую их, когда я создаю поломку. Когда я буду доволен позой, я слегка смещу ее на 15 кадре и вставлю ключевой кадр на каждый контроллер. Теперь я немного улучшу позу, перемещаясь взад и вперед по текущей позе и предыдущей. Я пытаюсь изобразить это переходное движение между новой позой и позой приземления. Но я заставлю хвост немного волочиться, повернув его немного вниз. А так как грудь и голова нашего персонажа тоже утяжелены или тяжелы, я заставлю их тоже немного волочиться. Поэтому я слегка вдавлю голову внутрь тела, немного согну ее и поверну немного вниз. Как кончик носа втягивается в следующую позу. Не стесняйтесь просматривать предоставленный файл, чтобы лучше ориентироваться в текущей позе. Для следующей разбивки я выберу свою ключевую позу на кадре 20 и продублирую ее, чтобы создать хороший переход между кадром 15 и 17. Я рассчитаю траекторию движения контроллера тела. Я уже объяснял тебе, что дуги в анимации очень важны. Вот почему я использую траекторию движения, чтобы увидеть эти дуги. Здесь мы видим, что кадр 15 выше, чем кадр 17. Поэтому я подтолкну кадр 17 вверх, а кадр 15 вниз. Убедись, что ты проверил свои дуги как можно скорее. Это действительно то, о чем я хотел бы знать раньше. Потому что как только я освоил эту технику и применил ее, мое качество анимации и скорость ее создания очень быстро повысились. Так что даже если вам потребуется немного больше времени, это будет намного точнее и привлекательнее. Следовательно, этап полировки пройдет намного проще и быстрее. Не забывай проверять свои дуги со всех сторон, сверху, сбоку и так далее. Так как дуги контроллера тела выглядят совершенно правильно, просто немного протащи грудь, голову и переднюю ногу между кадром 15 и кадром 20. На этом кадре 17 создаю и продвигаюсь к кадру 20.
Оттуда я буду в основном подстраивать позы на кадрах 15, 17 и 20, 20. Это наша ключевая поза, 15 и 17 – наши срывы. Поэтому я дважды проверяю дуги контроллера тела с видом сверху, а затем в основном буду дорабатывать хвост персонажа. Я хочу, чтобы между разными позами был сильный контраст. Мы смотрим видео, в котором белка очень быстро двигает хвостом. И он довольно сильно вытирает его, даже если это едва заметное движение, каждый раз, когда он меняет позу, хвост быстро вытирает его. Вот почему я стараюсь привнести некоторый контраст в позу хвоста во время блокировки. Эти позы придадут ритм идолу. Я компенсирую большую часть анимации. На следующем шаге я хочу, чтобы персонаж задержался в этой позе на секунду или около того, а затем прыгнул в нее. Так вот, я хочу дать тебе совет, чтобы ты не сказал: «Эй, тебе нужно вести, может быть, 10, 15, 20 кадров между двумя позами». Я просто играю в анимацию и думаю: хорошо, он прыгнет, остановится, осмотрится вокруг, а затем переключится в более расслабленную позу. И ты не найдешь никаких кадров этого, но я почти разыгрываю сцену. Я понимаю, что я белка, которую я остановил, мне любопытно, что меня окружает. А затем я расслабляюсь и сажусь. Поэтому я решил, что 10 кадров – это нормально на данный момент, но удерживать позу в течение 10 кадров – это немного чересчур. Поэтому я просто построю новую позу на кадре 20 и кадре 23 и внесу какие-то изменения, особенно в хвост. Я хочу изменить форму хвоста. Немного измени ориентацию головы и все такое прочее. Я могу представить себе персонажа, нюхающего воздух, например. Как обычно, когда я чувствую, что поза в порядке, я буду держать в кадре все контроллеры, чтобы избежать скольжения ног и тому подобного. Оттуда мы можем перейти к следующей позе. Поза, в которой наш персонаж сидит на задних лапах. Сначала мы создадим предвосхищение, в котором наш персонаж сидит на корточках, затем у нас будет переходная поза, в которой голова и грудь будут волочиться, в то время как наш персонаж движется назад, чтобы сесть. Итак, я начал с создания позы приседания, предвкушения, если ты предпочитаешь, и я строю ее на основе текущей позы. Но так как я все еще использую траекторию движения для контроллера тела, я знаю, где будет находиться тело персонажа. Так что я просто толкаю его вниз, чтобы создать новую дугу. И по мере того, как я строю или предварительно строю эту новую позу, я могу с легкостью создать промежуточную позу. Так что это действительно будет переходная поза, когда я начну вращать туловище, а грудь, шея и голова будут тянуться сзади. Просто представь, что твоего персонажа тянут за бедра. Опасность здесь в том, чтобы в каком-то смысле переусердствовать с предвкушением. Это довольно легковесный персонаж. Так что предвкушение должно быть очень спокойным. Чем тяжелее персонаж, тем больше энергии ему придется собрать, прежде чем перейти к следующей позе, так что тем больше будет предвкушение. Так что, честно говоря, пока я записываю это конкретное видео, я еще не начал шлифовать эту анимацию. Это сделало это предвкушение более тонким, когда я переключусь на сплайн и начну полировать эту анимацию. Получить правильное ощущение веса – это, я считаю, самая сложная вещь в анимации. А также одна из самых важных вещей, если вы хотите, чтобы ваша анимация была правдоподобной. Даже если она стилизована. Так что я почти уверен, что получу хорошую анимацию, по крайней мере что-то привлекательное, но запечатлеть движение белки даже в стилизованной анимации. Это не то, что я обещаю, но мы обязательно постараемся сделать все возможное. Сейчас мы подробно рассмотрим анимацию поворота. Есть две очень важные вещи, на которые нужно обратить внимание, как обычно, дуги движения, а затем передача тела. Из сидячей позы наш персонаж перейдет в позу стоя. Затем я добавлю пару деталей, заставив персонажа еще немного приподняться и понюхать воздух. Когда я буду переходить между этими двумя ключевыми позами, посмотри на дуги, нарисованные телом и носом персонажа. Я немного преувеличил их ради этого урока,
но я уверен, что это будет выглядеть довольно прилично и намного лучше, чем если бы я выполнял прямое вращение между этими двумя позами. Вторая очень важная вещь здесь – это смещение веса. Когда персонаж поворачивается влево, я также перевожу контроллер его тела и открываю левую ногу в это новое положение. Чем шире будут раздвинуты ноги, тем более уравновешенным будет наш персонаж. Последняя деталь этой позы – правый конец, опущенный вниз. Когда персонаж поднимается в положение левого поворота, он опускает правую руку, чтобы уравновесить вес, который смещается на левую сторону. И когда он поднимается, он выпрямляет хвост горизонтально, чтобы получить лучший баланс. Чтобы лучше понять, что я тебе здесь показываю, встань и постарайся поднять нос как можно выше. Ты интуитивно и естественно прижмешь руки к земле. Ты потянешь каждую часть своего тела вниз, чтобы иметь возможность как можно больше приподнять кончик носа. Твоя рука будет вытянута и направлена вниз, чтобы опустить центр тяжести и сохранить равновесие. Поэтому чем больше ты прижимаешь какую-либо часть тела ближе к земле, тем ниже твой центр тяжести, тем более ты уравновешен. Для перехода в последнюю позу наш персонаж слышит узел в спине. Поэтому его внимание тянется за ним. Так что помимо любопытства наш персонаж может испугаться или почувствовать себя в опасности. И так, что я хочу тебе здесь показать, так это то, что анимацией руководит голова. Отрываясь от предыдущей позы, мы можем видеть, что в следующей позе именно голова имеет более широкое движение. И помимо этого поворота головы пятки также уже указывают на конечный пункт назначения. При повороте головы ты обычно сначала поворачиваешь глаза в сторону цели, а затем следуешь за головой. Если ты наблюдал за кошками или собаками, я уверен, ты уже заметил, насколько подвижны их уши. Поэтому в этих поломках я хочу показать, что уши в настоящее время лидируют в анимации. Я создал второй шаг, где персонаж снова слышит шум, и уши направлены в сторону шума, и он поворачивает голову более точно. И когда ему становится страшно, я выпрямляю хвост. Еще раз подумай об этом и действуй так, когда тебе становится страшно, ты мгновенно становишься прямым как палка. Так что с этого момента больше нет сомнений. Наш персонаж напуган, поэтому я перейду в предвкушение перед прыжком. Здесь бедра оттягивают персонажей назад в максимально сжатое положение. Уши по-прежнему направлены назад к источнику шума. Если вы хотите ввести краткие предварительные данные о чем бы то ни было, давайте построим последнюю позу, которая почти такая же, где персонаж раздавлен немного больше. С точки зрения анимации эта поза продлится, может быть максимум 1 или 2 кадра, прежде чем персонаж прыгнет вперед. Последнее, что я сделал, чтобы закончить эту блокировку, это продублировал клавиши там, где я хочу, чтобы мой персонаж удерживал позу. Так что, когда я переключусь на сплайн, мой персонаж не будет двигаться, потому что у меня будет две одинаковые позы. Так что у меня не будет никакой интерполяции между ними. И он будет держать эту позу. Следующее видео будет замедленным, где я построю все поломки, о которых мы говорили.